планировала, если честно, снимать ролик и выложить, но поняла, что в одном ролике я просто не смогу, не смогу все это высказать, объяснить вам, каким образом, что нужно делать. Итак, дорогие друзья, кто еще не знает, что следующий год у нас год белого сиятельного льва. Это тайный календарь, который знаком немногим. Эти знания передаются из поколения в поколение. И вообще у армян это называется тайнопись, Кахтнагирь, о котором мало кто знает. И вот, согласно этой тайнописи, можно вычислить и понять, какой год следующий. Что ожидать от следующего года не именно как объяснение, имею в виду описание года, как обычно бывает по восточному календарю и по различным гороскопам, а именно, что ждать человечества на следующий год. Я об этом сделала предсказание. Предсказание 2021. Поэтому откройте и посмотрите, пожалуйста, чтобы не было лишних вопросов. Если будут тупые вопросы задавать о том, вот ведь год серебряного быка, почему вот так, я уже объяснила и еще раз говорю. Есть различные календари. По восточному календарю, да, год серебряного быка. Хотя я вам хочу сказать еще, что не просто так год серебряного быка, поскольку бык тоже один из символов, да, благополучия. Помните золотого тельца? Так вот, не просто так я вам сказала, что следующий год под покровительством богини Фортуны. Именно денежный год. 3 богини покровительствуют следующему году. Фортуна, которую сопровождает лев. Далее Кибелла, богиня Матерь богов, которая сопровождает лев, и ее выкормила львица. И Гера, вот она, супруга Зевса, которая сама по себе львица, то есть покровительствует месяцу львов по гороскопу львица. И покровитель львов солнца. Я сказала, какие цвета будут в моде в следующем году. Зеленый, золотисто-желтый, черный, бордовый или красный. Ну, темно-красный. Далее. Страны на чьих гербах львы. Ждите очень сильных перемен, скажем так, усиливающих вас. Мы обнулились 2020 годом. 2021 год – это начало старта совершенно новой жизни, новых свершений. Год хищный, но в то же самое время справедливый. Далее, например, у меня на фамильном гербу лев. Тотем лев, львиный тотем, присущий народам Востока. Я корнями парфянка, у меня парфянские корни. И тотем моего рода лев, коронованный лев. Но это не столь важно. Камни. Камни можно носить любые, какие хотите в следующем году, но камни этого года – это цитрин, белые камни, кроваво-красные камни, но редко. Старайтесь носить редко.
Сегодня выставили в Инстаграме, будем теперь выставлять в Инстаграме в основном подарки, которые я не успеваю выкладывать. Я извиняюсь, не помню имя от кого. Это перит, это золотой перит. У меня есть, просто я оставила в Москве. Это довольно дорогой камень, потому что перит, вот именно золотой перит, он редкий камень. Помнится, кое-кто выставлял, показывал перит, говорят, что это кусок золота. Да, мы перит называем золотой камень, но это не золото. Это просто перит. Периты есть разных цветов. В основном самые часто встречающиеся, ну, это вообще редкий камень, но чаще всего встречаются вот цвета золотистые и зеленый цвет – это халкоперит. Вот. Решила использовать в ритуале. Значит, встречать год льва. Украшение. Далее. Постарайтесь в этом году окружить себя львами. Вот как бы ни звучало, лев – это эгоистичный знак, это знак властолюбивый, себялюбивый знак. Эгоцентризм у льва зашкаливает, да, я. Кто есть? Кричит лев. Кто есть царь Санны? Это я, АМ. Так вот, у арцахцев тоже слово ху означает кто, кстати говоря. Да. Статуи львов. Подвески львов. Изображение львов. Лев. Как можно больше. Я не говорю на каждом углу приклеить льва, но постарайтесь, чтобы у вас были дома статуи льва, чтобы у вас были дома изображения льва и так далее. Потому что чем больше вы концентрируете внимание на его величестве, тем больше благ эта львиная сила вам дает. Ведь когда мы обращаемся к определенной силе, львиной силе, силе волка, неважно, мы присоединяемся к этому общему силовому полю, к этому эгрегору этого вида, понимаете? А эгрегор льва, вы сами понимаете, насколько велик. Теперь, что нужно для этого? Разложите на алтарь. Алтарь может быть зеленый, черный и красный. Можно картину. Но картину здесь не используйте. Статуи льва у вас есть, замечательно. Нет, приобретите. Но можно без статуи, если у вас нет возможности. Разложите туда украшения, если есть они у вас. Нету, значит, ничего не ложите, кроме денег. Свеча серебряная и золотая, либо белая и желтая. И то подходит. Далее. Вот разложили. Есть статуя фортуны. Можете поставить фортуну, потому что к фортуне этот год имеет прямую связь, отношение прямое. Зажигаете свечи. Эти свечи вам нужно хранить потом весь год. Я вам объясню, что с ними делать. Зажигаете свечи. Становитесь посреди комнаты. Просто здесь я не могу встать, поскольку нет возможности, да, я должна вам объяснить. Поворачиваясь на каждую сторону света, по одному разу читайте это заклинание. После чего на следующий день вам нужно будет отнести мясо с кровью и красное полусладкое вино под дерево. Мясо с кровью лучше всего печень. Печень любого животного. Ну, то есть млекопитающего, вы меня понимаете, да? Но желательно, если это не свинья. Печень баранья, говяжья подходит. Печень, в принципе. Птицы нет. Именно баранья, говяжья, печень.
Можете напополам разрезать, неважно, не обязательно всю печень, но то мясо, в котором есть кровь. Открывайте вино, значит, выливайте слегка на печень, положите печень под дерево и говорите: львиной силе мой дар. Потом вам весь год, когда вам нужна будет помощь, приходите, делайте то же самое. То есть положите под дерево печень, красное вино, поливайте немного печень, ставите рядом и говорите своими словами просьбу, что бы вы хотели. Но это должно быть касаемо защиты ваших интересов, помощи финансовой и так далее. Без каких-либо ритуалов это слабо поможет, но если то есть проведете ритуал, откупитесь еще и к львиной силе, обратитесь, то эта сила будет вдвойне вам помогать. Но это не все. Здесь ритуал на две части разбит, и вторую часть ритуала вы можете проводить весь год раз в месяц. Сейчас я вам по порядку объясню. Значит так. Зажгли эти свечи. Для чего вам нужны эти свечи? Для того, чтобы вы, значит, зажигали весь год, проводя вторую часть ритуала. Я вам сейчас скажу, какую часть. И, кстати, эту вторую часть ритуала вы можете провести и в следующем году точно так же. Это уже не имеет отношения именно к львиной силе, но просто я вместе провела для этого года. Но вы следующий год можете использовать. Кто-нибудь спросит, а если свечи там закончатся, что делать? Купите новые, зажгите новые и с этими свечами работайте, пока те тоже не закончатся. Завершаться огарки просто выкидывайте, ничего делать не нужно. Итак, задобрить символ года, льва. Стоите посреди комнаты, у вас алтарь готов, вы встали, поворачивайтесь на все 4 стороны света и по одному разу, повернувшись, читайте. Я стою у трона богов и зову тебя, о стражник вечности, в обличии белого льва. Услышь мой призыв. Рыком своим победоносным ответь на мою просьбу сейчас. О сиятельный, храбрый посланник богов, хранитель вечных врат, о львиная сила, войди в мое сердце, в душу и разум, разбуди во мне львиную волю, веди меня этой силой вперед, каждый день и весь год. Я лев среди антилоп, всюду моя воля царит. Я под защитой сиятельного льва. Его защита со мной и для меня. Пробудись, львиная воля. Пробивай дорогу, веди меня туда, где слава и успех, где царствие мое. Я заклинаю небесного льва. Дайте мне весь год по-царски жить. Удачи земную, львиную долю успеха земного себе получить. Молчите, послушные стада, пред царем природы. Робейте предо мной племена и народы. Пусть все в овцах ходят. Я среди них лев, победоносный, сиятельный, царственный лев. И доля моя львиная, и житие мое царское. За богатым столом, золотом и серебром, сильными мира сего, сияние и блеск – это мой год. Я в свой год царствую. Все князья в один. Я один царь-государь, повелитель и господарь. Заклято, рыком моим печать закрепляю. Желаю все получить и получаю. Да будет так. Кто как,
а я буду богата и знатна. Себе ни в чем не откажу. Все смогу, все возьму. Все моя добыча, мое и мне принадлежит. Свершилось. Теперь послушайте меня, дорогие друзья. Это ритуал уникальный. То есть этот ритуал подходит как для того, чтобы встретить, да, и задобрить символ года, так и для того, чтобы проводить это весь год. И каждый раз, и годами, сколько хотите. То есть этот ритуал не только для этого года. Если те ритуалы были созданы для того, чтобы задобрить символ года, лев, львиная сила и вот этот эгрегор львиный, он вечен. То есть к нему можно обращаться весь год. И следующий год можно обращаться. Не имеет значения, какой год чего и кого, какой тотем. Вы можете для благополучия этот ритуал проводить постоянно и всегда. Вот почему я сказала, эти свечи берегите. Вы можете этот ритуал проводить раз в месяц, зажигая те же самые свечи, разложив имущество свое, украшение, львиную статую, фортуну и провести. Либо просто статуи, то есть либо просто деньги, украшения, если они есть у вас, да, украшения, но они будут собираться. Те люди, которые на моем канале давно, и те люди, ну, даже если они год с чем-то, у них обязательно появляется украшение, это даже не обсуждается, они всегда есть уже. Они уже есть, поэтому об этом и говорить не о чем. Эти украшения появляются в течение времени, так что вы можете проводить, то есть этот ритуал вам дан каждый раз, когда вам хочется пополнение финансовое, да, чтобы к вам пришли деньги, вы можете вот этот ритуал проводить, после отнести и откупиться печенью любого животного, как я вам и объяснила. Но в этом году это особенно помогает. Хотя оно может помочь и всегда. Но в этом году, поскольку год сиятельного льва, оно будет помогать вам. Это именно для того, чтобы задобрить его. А потом это для того, чтобы просто получить благополучие. Надеюсь, вы поняли. Давайте еще раз. Я стою у трона богов и зову тебя, о стражник вечности, в обличии белого льва. Услышь мой призыв рыком своим победоносным. Ответь на мою просьбу сейчас, о сиятельный, храбрый посланник богов. Хранитель вечных врат. О львиная сила, войди в мое сердце, в душу и разум, разбуди во мне львиную волю. Веди меня этой силой вперед, каждый день и весь год. Я лев среди антилоп, всюду моя воля царит. Я под защитой сиятельного льва, его защита со мной и для меня. Пробудись, львиная доля, пробивай мне дорогу, веди меня туда, где слава и успех, где царствие мое. Я заклинаю небесного льва дать мне весь год по-царски жить, удачу земную, львиную долю, успеха земного себе получить. Молчите, послушные стада предо мной, царем природы, робейте предо мною племена и народы. Пусть все в овцах ходят, я среди них лев, победоносный, сиятельный, царственный лев. И доля моя львиная, и житие мое царское, за богатым столом, золотом и серебром, сильными мира сего, сияние и блеск – это мой год. Я в свой год царствую, все князья, я один царь-государь, повелитель и господарь, заклято, рыком моим печать закрепляю. Что желаю, все получаю. Что желаю получить, все получаю. Да будет так. Кто как, а я буду богата и знатна, себе ни в чем не откажу. Все смогу, все возьму, все моя добыча, мое и мне принадлежит, свершилось. Запомните, вот весь мир будет рушиться,
будут войны, будут трудности, будут всякие пандемии, будут всякие безработицы, весь мир. Но если вы доверяетесь силе, вы будете жить замечательно. Вы будете строиться, продавать дом, покупать дом, делать ремонт, одеваться. Все будут думать и удивляться, как же так? Вроде все экономят последние копейки, боятся, переживают. А вы будете жить так, как вам хочется. Потому что эти ритуалы, которые я вам даю, они дают вам уверенность в будущем, понимаете? Вот была эта пандемия, люди не работали, люди не могли выйти на работу, не знали, что делать, у всех был ужас, все полуголодные сидели. Но те люди, которым я дала, и которые начали делать эти ритуалы, у этих людей был нормальный период. Я бы сказала, даже лучше, чем в обычное время. Все они получали, все они даже не замечают, как происходит все. Понимаете, мировые процессы, мир рушится просто, мир разрушается, а они даже не замечают этого, потому что у них нормальная жизнь, у них все хорошо, у них как положено, их не штрафуют, им не надоедают, еда есть, продукты откуда-то привозят, как-то деньги находятся, они могут и ремонт себе позволить, они могут и работать, все что угодно. Они не замечают эти страшные периоды, понимаете? Почему? Потому что они доверяют духам, они доверяют силам. Вот они доверяют этим силам и получает помощь этих сил. Теперь я хочу спросить тех людей, которые просят, умоляют во всех храмах, на коленях ползают, молятся своему Богу, ну ладно, там что-нибудь от этих молитв вообще толк был у вас? Это о чем говорит? Это говорит вам о том, что та сила, которая там находится, она о вас не думает, ей вообще плевать на вас. То есть вы можете просить, умолять, носить деньги туда, молитвы там день и ночь озвучивать. Вас никто не слышит, вас там не любят. И плевать им вообще на ваше житье. А здесь вы просите эти силы, они вам дают. Это говорит о том, что этим силам вы не безразличны, понимаете? Эти силы вас слышат. Ну давайте признаемся, я не зря сняла молитву или заговор. Ты хоть обмолись, у человека грыжа не пройдет. А если человек приходит, знающий, читает заклинание, заговор, у ребенка грыжа проходит через несколько дней. О чем это говорит? Это говорит, что та сила, к которой они обращаются, их любит и помогает. Понимаете, ну просто иногда так смешно звучит, когда говорят, что вот это все от сатаны, это все плохие силы, черные силы. Я не могу понять. Как вообще, где логика вообще? Где логика? То есть в храме ты просишь, тебя не слышат, там хорошая сила, она добрая, она душу спасает, а ты живешь в нищете, помираешь, никакой помощи. А здесь приходишь, тебя слышат, помогает, но это очень плохая сила, потому что она помогает, но она не хорошая. Ничего не могу понять. Логики нет, потому что они объяснить не могут. Они не знают, любому попу подойдите, скажите, почему я болею. Скажут, вот грехи твои, скажешь, я грехов не сделал. Тогда грехи твоих предков. Ну вот предки тоже хорошие были. Но тогда это испытание Господа. Все равно отмажется, понимаете, что-нибудь да придумает. А вообще напрямую можно сказать, не любит вас сила, которая там находится. Этой силе на вас плевать. Вот и все. Сейчас не помню, который раз читают. Читать нужно 4 раза это. Давайте еще раз. Я стою у трона богов и зову тебя, стражник вечности, в обличии белого льва. Услышь мой призыв, рыком своим победоносным ответь на мою просьбу сейчас, о сиятельный, храбрый посланник богов. Хранитель вечных врат. О, львиная сила, войди в мое сердце и душу, и разум, разбуди во мне львиную волю, веди меня этой волей вперед. Каждый день и весь год
Я лев среди антилоп. Всюду моя воля царит. Я под защитой сиятельного льва. Его защита со мной и для меня. Пробудись, львиная воля. Пробивай мне дорогу. Веди меня туда, где слава и успех, где царствие мое. Я заклинаю небесного льва дать мне весь год по-царски жить, удачу земную, львиную долю, успеха земного себе получить. Молчите, послушные стада пред царем природы, робейте предо мною, племена и народы. Пусть все в овцах ходят, я среди них лев, победоносный, сиятельный, царственный лев. И доля моя львиная, и житье мое царское – за богатым столом, золотом и серебром, сильными мира сего, сияние и блеск. Это мой год. Я в свой год царствую. Все князья я один царь-государь, повелитель и господарь. Заклято, рыком моим печать закрепляю. Что желаю и хочу, все получаю. Да будет так. Кто как, а я буду богата и знатна. Себе ни в чем не откажу. Все смогу, все возьму, все моя добыча, мое и мне принадлежит. Свершилось. Хочу вам сказать, если вы задобрите льва, символ льва, силу льва, этот символ льва будет помогать вам всю жизнь. Поэтому говорю, это уникальный год. Чем больше вы будете просить, чем больше вы будете усиливать свою связь с этой силой, с этим эгрегором, потому что небесный лев, в отличие от других знаков, он не проходит, он всегда остается. Потому что лев – это посланник богов, понимаете? Те силы, те тотемы тоже имеют значение, но лев, он посланник богов. Он особенная сила, он всегда есть. Поэтому, если вы задобрите в следующем году этого льва, и будете чаще просить, и окружить себя львиными атрибутами, то эта сила будет вас оберегать и помогать всю жизнь. Теперь, что даст вам этот ритуал, кроме того, что вы задобрите эту силу сейчас, да, этот символ? Что вообще потом даст в общем и целом? Для чего это? Это для того, чтобы подняться по карьерной лестнице. Это для того, чтобы боялись вас трогать. Это для того, чтобы люди, которые на вас гавкают, никогда не имели успеха в своем гавкании. То есть не могли вам вредить. Это от проверок, это от тюрьмы, в конце концов. Это от внезапной болезни. То есть, понимаете, это защита и помощь подняться. Кто такой лев? Лев – царь саванны, тот, который владеет своим прайдом, тот, перед которым робеют и боятся все млекопитающиеся. Вот вы считаете, что вы вселяете внутрь себя эту львиную силу. И она реально так, она вам дает какую-то уверенность, силу. Когда человека веет уверенностью, его боятся. Перед ним отступаются, понимаете? Когда человек не уверен в себе, знаете, вот женщина может быть очень красивая, очень элегантная, красиво одеваться там и так далее, но она вечно одинока. Почему? От нее веет одиночеством, безысходностью. И вот эта вот энергия безысходности, тоскливости, она отпугивает мужчин. А когда женщина уверена в себе, без комплексов, спокойно, она может весить хоть 120 килограмм, мужики будут ходить вокруг как пчелы, понимаете? Почему? Потому что от нее веет, она верит в себя. Она уверена в себе, она импозантна, она интересна, она притягательна. Тут даже и красота, и тело вообще отходит на второй план. Вот о чем я говорю. Что когда человек в себе уверен, он может хоть ногами двери открывать. А когда не уверен, ты будь хоть самым умным, красивым и так далее, ты вечно будешь в проигрыше. Вот эта львиная сила, львиный дух, он дает вам уверенность. И вторую часть ритуала, который я рекомендую с этим ритуалом проводить. Хотя вы можете вторую часть проводить отдельно. Потому что для этого вам всего лишь нужно 12 монет. Вы можете эти 12 монет носить с собой, если у вас командировки или вы куда-то уезжаете. Просто вот в белом пакете, именно желательно в белом. Покупайте белый пакет. Вы можете там
подойти, где там продают украшения, да, вот и сказать, у вас есть вот там белые пакетики, мне отдельно пробейте, вот, естественно, они вам, ну, смотря какие вы возьмете, есть дорогие, можете сами зашить, в конце концов, но пакет должен быть белый. Смотрите, здесь должно быть 12 монет, одинаковых. Те страны, в которых нет монет, возьмите монеты другой страны, потому что в этом ритуале, ну, никак невозможно. Когда откупаться, можно еще откупиться камнями, я говорила, да, но для ритуала никак. Возьмите другие монеты, монеты другой страны. Могесалмебит, картвелево. Я сегодня специально закрыла ролик, то есть закрыла форум в ролике про Грузию, потому что начались оскорбления, лишние разговоры. Дорогие друзья, если вам кажется, что я вам говорю это злорадствуя или желаю вам зла, вы очень ошибаетесь. Я, наоборот, хочу уберечь вас от той ошибки, которую совершила Армения и попала в такую ситуацию. Наоборот, я хочу вас уберечь от этой ошибки. К сожалению, очень много националистического, очень много агрессии, ненависти, злости. Я не хотела, чтобы там начали оскорблять люди друг друга, не хотела, понимаете? Поэтому я закрыла форум. Я не хотела, чтобы мне неприятно. Я родилась в Грузии, я бы не хотела вообще о Грузии чего-нибудь плохое прочитать. Придет время, вы поймете, почему я это говорю. Это не насмешка, это не издевательство, это не высмеивание, это не какое-нибудь желание зла. Это желание наоборот, чтобы вы не повторили этих ошибок. Живите в своей стране, вы имеете право решать судьбу своей страны, вы имеете право дружить с кем хотите и враждовать с кем хотите, но просто знайте, что, понимаете, простой народ становится жертвой политических игр. И вот у вас эта политическая игра опять уже началась, и началась очень жестко. И чтобы в следующий раз не было столько же жертв, как были они несколько лет назад, да, из-за вообще бесполезной войны, которая началась, и погибли молодые люди. Я поэтому вам говорю, что снова начинается, вы понимаете, их план – это стереть вообще закавказские республики, чтобы их не было, расчленить и властвовать. Так легче, когда народ нищий, бедный, несчастный, ими править легко. Так что если были умные люди, они поняли, понимаете, мои слова. Если были глупые люди, придет время, они поймут. Но я бы не хотела, чтобы там было оскорбление. Ну, потому что если меня оскорбляют, естественно, мои зрители начинают меня защищать, и начинаются лишние разговоры. Поэтому я закрыла форум. Вот есть мозги у людей, услышат меня. Я Армении говорила это 2 года, меня не слышали. Теперь я говорю Грузии. Надеюсь, меня услышат. Ну, по крайней мере, умные люди услышат и насторожатся. И как только вы почувствуете хоть какой-то сантиметр уступки вашей земли, знайте, что началась продажа земель, как у нас. Вот о чем я вам говорю. Я же вам не говорю, что вы должны жить, как я хочу. Я просто говорю, дорогие друзья, все начиналось так же и закончилось плохо. Вот о чем. А все остальное решать вам. Так что форум я закрыла. Понимаю, конечно, грузинский. Я родилась в Грузии. Так что успокойтесь. Так, вторая часть, да? Повторяюсь, этот ритуал можете сделать вместе, оно получится сильнее. Вот все время делать силу льва и вторую часть. Или отдельно можете делать. Отдельно. Они сейчас не услышат Этери, они услышат, когда процесс начнется, вот они тогда услышат. Они меня тоже в Армении не слышали, смеялись, когда я говорила про сюник, да, и тоже говорили, что ерунда это все сочиняют, а вот сейчас уже им не смешно. Сейчас им точно не смешно, потому что процесс пошел, и они начали уже внимательно слушать все, что я говорю, потому что через некоторое время именно это и случается. Вы поймите, это нормально. Люди не хотят принимать правду. Правда очень болючая, понимаете? Правда болезненная. Очень не хочется, очень неприятно признавать, что так и будет. Но подходит момент, и вы понимаете.
Итак, начнем. Эти ритуалы можно сделать вместе, тогда оно будет сильнее, а можно отдельно делать. А как делать, я вам объяснила. Внизу, естественно, Яна потом напишет, вам объяснит, как и что делать. А что касается остальных дураков, которые понаписали там всякую глупость, у меня никогда не было ненависти к Грузии. Это нереально и невозможно. У меня была ненависть к властям продажным, которые так омерзительно, так грязно себя повели, даже не отпустив гуманитарный груз для детей, понимаете, вот и все. К властям продажным, конченным властям, которые сами не поняли, насколько они мерзко себя повели, как люди. Вот и все. А при чем здесь грузинский народ? Грузинский народ, к сожалению, давно уже ничего не решает в своей стране, как и все народы мира. Так, начнем. А блогеры, которые говорят, дорогие люди, на них обижаться не нужно, они проплачены все. Шевченко год назад говорил одно, через год сказал другое. Им платят деньги, у людей есть деньги, они могут купить кого угодно, понимаете? Поэтому о чем вообще речь? Если есть армянин, например, не буду его собачьими называть, потому что он этого не стоит, и он ведет канал, и когда он рассказывал об истории Урарту, все такое, мы прям плакали, насколько он красиво рассказывал. А через год он просто начал брать деньги и совершенно иной начал говорить армянскому народу. Совершенно иной. Я тогда удивлялась, как может человек так продать свою родину. Оказалось, это еще не самое страшное, что еще страшнее могут продать. Понимаете? Так что обращать внимание на блогеров и считать, что это действительно их мнение и желание, это смешно. Дайте денег ему побольше вы, он будет вас защищать. Это конченые люди, это люди, которые беспринципные, они продают себя. И чем можно дороже. Ну, а моральный мир, то есть ничем не гнушаются, деньги не пахнут, все нормально. Кстати говоря, если не ошибаюсь, откуда выражение «деньги не пахнут», когда император Валериан должен был наполнить казну в Византии и назначила, значит, за туалеты налог. И сын ему говорит, что отец мой, но как бы стыдно и не очень подходит императору брать налоги с, с мочи и всякой. И он, значит, берет монету, подходит и говорит, понюхай. И сын понюхал, говорит, чем пахнет? Он говорит, да ничем. Видишь, деньги не пахнут. Неважно, откуда ты их берешь, из какого налога и из чего. Вот отсюда выражение «деньги не пахнут», понимаете? Вот. Но их деньги пахнут кровью. Они это не понимают. Такие люди заканчивают свою жизнь очень плохо, и очень много таких людей, которые то умирают рано, то прям гниют живем, понимаете? Они не понимают, что они подсобники просто, они подсобники преступления, которое творится. Они с их согласия, с их поддержки это творится. Все, забыли про них. Переходим к ритуалу. 12 одинаковых монет. У кого в стране нет монет, возьмите из других стран. Желательно, чтобы это были пятаки или десятки. То есть вот или одно, или второе. Далее. Вот 12 монет берете в белый, значит, белый мешочек. И вот таким образом, читая, вот нужно их просто трясти, чтобы был монетный звон. Ну, сейчас я не буду прям трясти постоянно. Вот вы трясете, читаете, опять 4 раза встали посреди комнаты. Ну, можете держать в одной руке там это, листок или книгу теней, в другой руке вот трясти и читать. Прочитали, поворачивая на каждую сторону света по одному разу. Прочитали, спрятали. Можно этот ритуал делать раз в месяц. Можете вот это компоновать вместе с этим ритуалом делать. Он сильнее будет работать. Если нет времени или вы ездите по делам и так далее, возите с собой этот мешочек и читайте. Можно раз в месяц, можно раз в неделю. Но вообще, смотря как, насколько у вас денежная сила слабая или сильная. Если сильная, раз в месяц достаточно. Теперь читаем. 12 монет, значит, и белый мешок. Не имеет значения, день или ночь.
Но желательно вообще ритуалы проводить по вечерам, когда солнце село. Тогда силы намного сильнее, активнее. С этого часу силы магии пусть услышат меня и исполняют сказанное мной. Открываю я царские врата, и совершается барское житье, и нарекается мне доля царская на год. Истинно так. Монетой первой, трясете, монетой первой задобрю январь. Барское житье да царская доля мне, богатство и услада, удача и награда. Монетой второй задобрю февраль. Барское житье. Вообще желательно, если вы снимете, по очереди будете кидать. Это здесь ваша фантазия, здесь можете дать волю. Разницы особо никакой. Желательно, если вы будете по отдельно кидать, а потом их как бы трясти. Можете сразу как бы кинуть. Здесь нет принципиально. Главное, чтобы эти монеты были так. Монетой второй задобрю февраль. Барское житье, да царская доля мне. Богатство и услада, удача и награда. Монетой третий задобрю март. Барское житье, да царская доля мне, богатство и услада, удача и награда. Монетой четвертой, да, задобрю апрель. Барское житье, да царская доля мне, богатство и услада, удача и награда. Монетой пятой задобрю май. Барское житье, да царская доля мне, богатство и услада, удача и награда. Монетой шестой задобрю, что там, июнь. Барское житье, да царская доля мне, богатство и услада, удача и награда. Монетой седьмой задобрю июль. Барское житье, да царская доля мне, богатство и услада, удача и награда. Ну, в общем, вот так вот все месяцы перечислили до 12, не будем сейчас перечислять, да? Вот так перечислили. В конце говорите, 12 месяцев, 12 монет с моих рук получат. А за все мне сундуки златом с моих рук получают. А за все мне сундуки златом наполняют, серебром и деньгами одаряют. 12 месяцев призовите 12 сил. Призовем те самые силы, с которыми мы часто работаем, часто призываем древние силы. Тогда оно будет усиление, да? Придите, духи древние. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабил, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Приумножьте мое имущество 12 раз. Дайте удачи 12 раз больше. На 12 месяцев мне царское житье, богатая доля, сытая жизнь, обновы и дары. Кому как, а мне в 12 месяцев жить и жизнью насладиться. А 12 сил мне в помощь. Заклято. Давайте еще раз. Значит, можете по отдельности, снимая вот эти монеты, кидая, читать. Можете кинуть все и все время, значит, таким образом этот мешок, господи, уже забыл, трясти и читать. Читать нужно по одному разу на 4 стороны света. Вот повернулись в одну сторону, прочитали, повернулись в другую сторону, прочитали, повернулись в третью, прочитали. Сейчас я на зарядку поставлю, секунду, иначе мне не хватит зарядки. Так, секунду, сейчас перезарядится. Угу. И говорю вам еще раз, можете вместе провести, вместе с львиной работой, да, вместе с львиным ритуалом. И львиный ритуал, хочу вам объяснить еще раз. Так, успокойтесь, всегда пишут слова. И львиный ритуал вы можете провести всегда.
Это уже не только символ года, это вообще обращение к львиному эгрегору. Поэтому львиный ритуал – это уникальный ритуал тем, что его можно провести в любое время. То есть всегда, весь год и каждый день, и каждый год. Ой, каждый день не надо. Раз в месяц достаточно, оно очень сильное. Давайте начнем. И второй ритуал с белым мешком. Этот белый мешок прячьте. Здесь не нужно ничем откупаться. Откупом будет ваша положительная энергия. Я вам говорила, да, откройте, посмотрите. Мой ролик называется «Плата за удачу. Добро и зло». И вот там все сказано, чем мы платим, как люди там пугают. Ой, душу заберут. Какую душу нахрен? Мы платим положительными эмоциями, потому что чем больше положительных эмоций, тем больше силы хотят нам дать. Так нужно силам. Они получают от этого энергию взамен, нам дают вот это в благодарность. Да, с львиным ритуалом вот эти свечи. Свечи закончатся, точно такие же свечи покупайте, ставите. Закончатся свечи, догорят свечи, огарки останутся, выкиньте. То есть вот эти свечи весь год вам зажигать и делать тот же самый ритуал. А второй ритуал прилагается, то есть можно делать вместе, но будет сильнее. И желательно, когда вы встретите, именно задобрите эту силу в начале года, сделайте все вместе. А потом можете отдельно делать, можете вместе. Вместе будет сильнее получаться. Начнем еще раз. Вот так вот, значит, кидаем и говорим. Я все месяцы просто не перечисляю, времени нет на это. С этого часу силы магии пусть услышат меня. И исполнится сказанное мной. Открываю я царские врата. И свершается барское житье. И нарекается мне доля царская на год. Истинно так. Монетой первой за добрую январь. Барское житье да царская доля мне. Богатство и услада. Удача и награда. Монетой второй за добрую февраль. Царское житье. Барское житье да царская доля мне. Богатство и услада. Удача и награда. Монетой третьей за добрую март. Барское житье да царская доля мне. Богатство и услада. Удача и награда. Вот так все 12 месяцев перечислили. Начинайте читать. 12 месяцев, 12 монет с моих рук получают. А за все мне сундуки златом наполняют, серебром и деньгами одаривают. 12 месяцев призовите 12 сил. Придите духи древние. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хатав, Анабил, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Приумножьте мою силу. Приумножьте мое имущество, извиняюсь, 12 раз. Дайте удачи 12 раз больше. На 12 месяцев мне царское житье, богатая доля, сытая жизнь, обновы и дары. Кому как, а мне в 12 месяцев жить и жизнью насладиться. А 12 сил мне в помощь. Заклято. Так, вот это все взяли, и нужно это... Подождите про салфетку, дорогие люди, я объясню сейчас. Это сохраняйте. Так, салфетка с кровью, оставшаяся от года орла. Можете сжечь. Можете хранить, оно, как бы, скажем так, никак ничего не делать, но желательно его сжечь, выкидывать не стоит. Сжигайте. Просто сожгите, и пепел можете выкинуть под дерево, под любое дерево. Благодарите своими словами год орла. Потому что когда еще раз будет год орла, не обязательно, чтобы высокосный год, не факт, но в любом случае, когда еще раз будет год пернатый, то есть год орла, он уже запомнит вас, что вы отблагодарили своими словами, и уже будет более милостив. Вообще любой год надо благодарить, какой бы ни был он тяжелый, надо благодарить любой год, потому что, как вам объяснить, в следующий раз, этот год придя, уже запомнит, что вы его хорошо проводили, а значит, он к вам благосклонен. Итак, все, дорогие друзья, я на этом завершаю. Немного устала, поэтому еще этот тик до конца еще не прошел. Так трудновато с носом. Так что извиняюсь, если где-то
Чего? Ритуал какого-то деда, который чего немцев, окружение немцев выводил, работает, и как его найти. Ну, вот вообще ересь какую-то написали. Называется «Ведьмака Ивана». Марок, великий Марок Ведьмака Ивана. Вот так его найти. Что? Нет, не нужно мясо с кровью оставлять. Просто сожгите этот платок и оставьте пепел. Все. Этот ритуал проводите, начиная с 1 числа, и тут 22 у вас есть время. В эти дни особенно будет сильно, потому что вы встретите год льва. А потом вы можете весь год его проводить. После тоже, когда этот год завершится, вы можете все время и всю жизнь этот ритуал проводить. Потому что этот ритуал, он уникальный. То есть задобрить символ года, но я немножко по-другому напишу. Задобрить сиятельного льва. Вот так будет лучше, да. Потому что это не только символ года, э, это вообще обращение к эгрегору льва, стражника, небесного льва его еще называют. И он работает всегда, и он всегда помогает, не только в этом году. Но в этом году, еще раз объясняю, особенно сильно, если вы тем более его встретите, как положено. Все, друзья мои, удачи вам. Не знаю, может быть, я хотела снять еще ролик голосовые людей, потому что очень много написали, отправили. Не знаю, если у меня есть силы, я проведу прямой эфир. Посмотрим, насколько у меня хватит сил. Всем удачи, всех благ. И пускай следующий год будет намного лучше. Он будет лучше. Он тоже не легкий, не простой, но с точки зрения возрождения человечества и пересмотра себя в этой жизни, да, и начала, и старта, он сильный год. Не безжалостный, строгий, наверное, скорее строгий. Вот этот год был безжалостный. Тот год более строгий. То есть он всякая шушера вперед не пропустит. Все, дорогие друзья, всем удачи.